2 января 1994 года рейс FL-908 вылетел из международного аэропорта имени Мануэля Санчеса в Лиме. Он следовал в Ла-Пас с 200 пассажирами и 10 членами экипажа на борту. Командиром воздушного судна был 45-летний Рафаэль Морено, опытнейший пилот с 20 тысячами часов налета, в том числе более 5000 часов в Андинском регионе. Второй пилот — 35-летний Луис Артега, талантливый авиатор, перешедший в гражданскую авиацию после 6 лет службы в ВВС Перу. В тот день над Андами разыгралась одна из сильнейших бурь десятилетия. Метеорологи зафиксировали порывы ветра до 100 км в час и резкое падение давления. Температура воздуха на высоте 7000 метров составляла чудовищные минус 59 градусов Цельсия. Несмотря на сложнейшие погодные условия, рейс FL-908 получил разрешение на полет, поскольку прогнозы обещали улучшение погоды к моменту прибытия в зону Анд. Последний радиообмен с бортом состоялся в 17:45 по местному времени. Капитан Морено доложил о входе в зону турбулентности и запросил разрешение изменить высоту полета. «Диспетчер, это борт FL-908. Входим в сильную турбулентность. Запрашиваем разрешение снизиться». Связь оборвалась на полуслове. На радарах самолет исчез, будто растворился в воздухе между горных пиков. Поисковая операция началась немедленно, но она осложнялась чудовищными погодными условиями. 9 вертолетов и 12 наземных групп прочесывали предполагаемый район падения 3 недели. Поиски не дали никаких результатов. В одном из самых труднодоступных районов Анд, где высота пиков превышает 7000 метров, самолет словно канул в небытие. Через месяц власти официально прекратили поисковую операцию, признав всех пассажиров и членов экипажа погибшими. Среди 200 пассажиров были туристы из 14 стран, группа шаманов Кичуа, направлявшихся на ежегодное паломничество, и известный андинский альпинист Томас Клейн с командой из 5 человек. Для семей пропавших без вести наступили томительные годы неизвестности и тщетных надежд. 38 лет тайна рейса FL-908 оставалась нераскрытой, пока в мае 2015 года международная альпинистская экспедиция под руководством Сэмюэла Картера не отправилась штурмовать восточный склон горы Илимани, одной из самых высоких вершин Южной Америки. В составе группы было 5 человек. Сам Картер, 45-летний шотландец с 20-летним опытом восхождений в Андах, Мария Кинтера, 38-летняя альпинистка из Боливии, покорившая все шеститысячники региона, Джеймс Рид, австралийский врач и альпинист, Алексей Новак, украинский фотограф и специалист по высокогорной съемке, и Даниэль Киспи, потомственный перуанский проводник Кичуа в 3-м поколении. Экспедиция изначально планировала испытать новый маршрут на восточном склоне Илимани, который считался практически непроходимым из-за отвесных ледяных стен и частых лавин. До этого все 6 попыток проложить путь на этом участке заканчивались неудачей. 4 альпиниста погибли в разные годы, пытаясь покорить этот маршрут. Местные жители называли эту часть горы Аямарка, город духов на языке кичуа. Согласно древней легенде, гора скрывает врата в потусторонний мир, куда уходят души умерших. На высоте около 5000 метров альпинисты столкнулись с необъяснимыми явлениями. Электронные компасы начали давать странные показания, словно в горе было что-то, искажающее магнитное поле. GPS-навигаторы периодически теряли сигнал, хотя небо было абсолютно чистым. Команда списала это на особенности горной породы, возможно, высокое содержание железа или других металлов.
На рассвете третьего дня восхождения, когда группа разбила лагерь на узком уступе на высоте 6000 метров, Мария первой заметила необычное поведение птиц. Огромная стая андинских кондоров кружила в термических потоках над крутым склоном в полукилометре от лагеря. Среди них выделялись две особи, значительно превосходившие остальных по размеру. Их поведение было странным. Они снова и снова возвращались к одной и той же точке, будто хотели что-то показать. Даниэль Киспи побледнел и отказался продолжать подъем. Он рассказал о Пачамама Майкун, духах-хранителях гор, принимающих облик гигантских птиц и охраняющих места, где пересекаются миры живых и мертвых. Несмотря на скептицизм, Картер заинтересовался поведением птиц. Команда решила изменить маршрут и проверить, что привлекло внимание кондоров. Изменение маршрута привело их к ледяному склону, окончающемуся обрывом. Один из кондоров спикировал вниз и вонзился в снег метрах в 30 от группы. Алексей начал расчищать снег. Через 15 минут они наткнулись на кусок белой обшивки с красно-синей полосой. Перед ними были обломки пассажирского самолета. На борту значилось FL-98. Они обнаружили фюзеляж на высоте более 6000 метров. Ни один вертолет не мог бы зависнуть на этой высоте, а наземные группы никогда бы не вышли на этот склон. Внутри обломков замерзшие иллюминаторы, полузакрытые чашки, раскрытые журналы. Они нашли альпинистское снаряжение с инициалами Томаса Клейна, его паспорт и дневник. Последняя запись датирована 12 января 1994 года. Из 211 человек на борту первую ночь пережили только 47. Капитан Морено выжил и взял на себя командование. Он организовал убежище, рацион воды и еды. Причиной крушения стал сбой приборов и странное свечение на склоне. Дальнейшие записи описывают борьбу за выживание. Кондоры начали приносить мертвых животных. Это продолжалось 2 недели. К концу января обломки засыпало, кислород заканчивался, началась высотная болезнь. 4 февраля остались только 18 человек. Капитан предложил выбираться. Последняя запись. Прорубили туннель. Спускаемся по юго-восточному склону. Кондыры улетели. Видел пульсирующее свечение. Шаманы говорят, это свет перехода. Если кто-то найдет дневник, мы боролись до конца. В кабине пилотов альпинисты нашли бортовой журнал. 28 января капитан описывал безумные показания компаса. Высотомер показывал минус 2000 метров. Радист слышал голоса на неизвестном языке. Последнее сообщение. Шаманы устроили ритуал. Это врата между мирами. Мы готовы рискнуть. В хвостовой части аварийный выход был открыт изнутри. Вокруг перья кондоров, выложенные спиралью. В центре амулет с крылатым существом. Алексей узнал его как символ Пачамама Майкун. Следы вели вниз по склону к обрыву. Там путь обрывался. Тел не было. Вечером спутниковый телефон Джеймса внезапно подал сигнал. В нем азбука Морзе. «Мы живы, но не здесь». Утром они снова увидели свечение, пульсирующий голубой свет на скале. Перед уходом один из кондоров бросил к ногам Сэмюэла бумажник. Внутри удостоверение капитана и фотография семьи. Надпись «Прошли через свет. Новая жизнь. Ищите нас не здесь». Дата — 12 февраля 1994 года. Через 3 дня альпинисты вернулись и сообщили властям. Экспедиция подтвердила находку. Все оборудование рядом с обломками продолжало давать сбои. Местные рассказали. Гора священная. Говорят, на ее склоне есть врата, открывающиеся лишь избранным.
Тайна рейса FL-908 остается неразгаданной. Возможно, некоторые тайны существуют, чтобы напоминать нам, есть предел тому, что способен постичь человек. Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.